Доброе утро, добрый день, добрый вечер. В прошлый раз мы рассматривали добычу руд, рецепты из базовых руд и особенности их доставки. Сейчас перейдем к оставшимся ресурсам, которые мы можем добыть. Это жидкости и газы. Отмечу, что это не описание единственно верного способа обработки и перевозки сырья, а просто советы. Что же у нас относится к добываемым жидкостям и газам? Это нефть, вода, серная кислота, водород и дейтерий. Да, тут список достаточно ограниченный. Тем не менее, жидкости и газы имеют огромное значение в производственной цепочке. Начнем с жидкостей. Нефть. Первая жидкость, которую вы начнете добывать, так как она понадобится на красные кубы. Впоследствии красные кубы можно будет делать из водорода, добываемого с гигантов, и угля, переводимого в графит, но на старте так не получится. Водород сначала получают из нефти. Напрямую нефть участвует только в одном процессе – очистка плазмы. Из 2 единиц нефти получаем 2 единицы масла и 1 единицу водорода. Однако только из нефти можно получить масло, поэтому все рецепты, в которых задействовано масло, так или иначе приводят нас к нефти. Нефтепереработка вообще является очень комплексным и сложным процессом по причине того, что на выходе получается несколько продуктов, что приводит к необходимости выведения баланса потребления получаемых ресурсов. К таковым процессам относятся первые 2 нефтяных рецепта – очистка плазмы и рентгеновское расщепление фотонов и упомянутый в прошлый раз рецепт для химзавода по получению графена и водорода из огнельда. Из-за этого я и сказал, что в некоторых случаях есть смысл использовать стандартный рецепт для графена. Пусть он и не такой эффективный. Но вернемся к нефти. Только из нефти можно получить масло. А маслом нужно для получения кислоты, органических кристаллов и пластика. Если на старте игры получение кислоты и органических кристаллов из масла актуально по причине невозможности или трудности варп-перелетов, то уже с середины игры эти ресурсы добываются напрямую из серных океанов или органических жил. Кислота и оргкристаллы – редкие ресурсы, которые хочется получить, пожалуй, раньше всех, так как основные рецепты на них очень громоздкие и крайне неудобные, а их прямая добыча делает игру гораздо приятнее. В итоге, убирая из рассмотрения рецепты на кислоту и оргкристаллы, остается пластик. 1 единица пластика получается из 2 единиц масла и 1 графита. И вот тут начинается жонглирование нефтерецептами. Как масло, так и графит можно получить несколькими способами. Хотите, комбинируйте 1 и 3 рецепты нефтянки и получайте на выходе только масло, не занимая голову излишествами и балансом нескольких выходных продуктов. Графит можете делать по старинке из угля. А можете сэкономить уголь, так как правильное сочетание 2 вторых рецептов и 2 третьих рецептов позволит из 2 единиц угля получить 2 единицы графита, что в 2 раза экономнее по ресурсам, чем обычный рецепт, но требует гораздо больше места для размещения нефтезаводов. Ну и энергопотребление растет кратно. А есть вариант совмещения производства красных и фиолетовых кубов с помощью 2 первых и 1 второго рецепта, что на выходе из 8 нефти даст 6 масла, 6 водорода и 2 графита. На красный куб нужно 2 водорода, а на фиолетовый 2 масла, так что данную схему можно сбалансировать, добавив, естественно, недостающие компоненты. Хотелось бы еще отметить безотходный способ получения красных кубов. 1 первый рецепт, 1 третий рецепт и 3 вторых рецепта. В результате в минуту можно из 2 нефти и 1 угля сделать 3 водорода и 3 графита. Этот и некоторые другие способы сочетания нефтерецептов требуют предварительного первоначального запуска с помощью водорода и масла, но в дальнейшем работают без дополнительных ресурсов. Глядя на все эти рецепты, можно заметить, что в них кроме нефти используется уголь. Планеты, на которых есть нефть, всегда содержат уголь, причем в достаточных количествах. Это позволяет делать производство компонентов непосредственно на планете, где нефть добывается, уменьшая необходимые объемы межпланетных доставок и, соответственно, нагрузку на логистическую сеть. Про воду и серную кислоту так много не наговоришь. Вода нужна в производстве кислоты, органических кристаллов и титанового стекла. Про кислоту и органические кристаллы сказано выше, их надо получать раньше всего и добывать напрямую. Остается титановое стекло. На 2 стекла нужно 2 воды, так что особо не имеет значения, хотите вывозить воду или делать на месте титановое стекло. Проблемой может быть тот момент, что вода находится на планетах, на которых обычно не очень много титана или камня, так что на крупное производство может не хватить.
С другой стороны, за это время можно успеть увеличить Vanes Utilization и не париться с вопросами недостаточности ресурсов. С кислотой все достаточно просто. Используется при производстве титанового сплава и в редких случаях графена. Вводится серная кислота в чистом виде на одной планете, вулканическо-пепловой, на которой также есть и железо, и титан, так что сплав лучше делать прямо на месте и распределять его отсюда. Если по каким-то причинам собираетесь делать графен из кислоты, то ее в любом случае придется доставлять. Во-первых, на этой планете уголь хоть и есть, но в минимальных количествах, так что рассчитывать на него бесполезно. Во-вторых, из одной единицы кислоты делается 2 графена. Кислоту доставлять выгоднее. Газы. Водород и дейтерий. Водород требуется достаточно много где. Красные кубы, кристаллы Казимира, водородные и антиматериевые ячейки. Получить его можно несколькими способами. С помощью нефтепереработки из огня-льда, при расщеплении фотонов он получается и, конечно же, добывается с орбитальных коллекторов. На старте игры у вас фактически нет альтернативы нефтянке для получения водорода, но как только у вас появятся орбитальные коллекторы, это ваш основной источник водорода, потому что его они дают много. Но больше всего описание «много» подходит к тому количеству водорода, которое требуется на кристаллы Казимира. 12 единиц водорода на один кристалл. Но доставлять водород все равно придется с другой планеты, а точнее с газового гиганта. Лучшее, что вы можете сделать в данном случае, использовать для производства кристаллов Казимира планету-спутник того гиганта, с которого планируете возить водород. Вообще водород может быть достаточно проблемным элементом логистической системы, именно из-за того, что много где он является побочным продуктом производства. Следовательно, надо думать, куда его тратить, потому что если над этим не подумать, он забьет хранилище очень и очень быстро. Можно водород сжигать, снабжая планету электричеством или заряжая аккумуляторы. Можно переводить его на топливные ячейки. Можно переводить его в дейтерий, причем как в соотношении 1 к 1 через фракционаторы, так и 1 к 2 с помощью коллайдеров. Ну или отправляйте свои основные производства, если вас устраивают затраты на перевозку и время доставки немалого количества ресурсов. Главное, не забывайте, что его надо тратить, иначе он остановит вам производство антиматерии или графена. Дейтерий нужен для дейтериевых топливных ячеек и странной материи. Нужен он в немалых количествах, но в меньших по сравнению с водородом. Дейтерий напрямую связан с водородом, так как он получается из водорода описанными выше методами или добывается орбитальными коллекторами с газовых гигантов. Поэтому выводы тут приблизительно такие же. Лучше всего строить производство топливных ячеек из странной материи на спутниковых газовых гигантов. В конце и еще раз напомню, это не ультимативный гайд, это советы. Стройте так, как вам нравится, и так, как вы считаете гармоничным и удобным. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, да и заходите на стримы. Всем спасибо, до следующих разов.